Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 28 августа по 3 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас или о каких-то деталях, которые, может быть, нас очень волнуют, интересуют. Но все же, мои дорогие стрельцы, я надеюсь, первое, что мы с вами проведем приятное время, и карты как-то будут вам полезны. Ну и так или иначе, какой-то инсайт вы все равно определенно получите. Вот давайте узнаем. Но я решила в этот раз изменить немножко формат нашего видео. И это будет вот таким образом. Разложим карты, чтобы вы могли видеть всю колоду. А вопросы мы сохраним те же. Первый вопрос. Что важно знать на неделю? Что для вас, мои дорогие стрельцы, будет в приоритете по мнению карт? Есть какая-то ситуация, карта башня, которая, с одной стороны, первое значение, ведь это тюрьма, прообраз. То, что нас сдерживало, то, что нам не давало двигаться вперед, или буквально какой-то закон, какая-то бумага, допустим, не могли получить согласование. Потому что были какие-то барьеры, самая главная причина. Тюрьма – это ограничение, и здесь это словно рушится. Для нас это открывает новые возможности, но мы пока еще с этими возможностями не можем быстро определиться, что же мне делать, каковы мои действия в последовательности. Первое, второе, третье. Нас это может словно выбивать из колеи, и само по себе состояние невесомости нарисовал художник на карте, словно двое падают из этой башни. От удара молнии рушится какая-то, ну, может быть, система, структура или то, что мы себе запланировали, понимаете? Но и мы, может быть, к этому времени уже решили, что какой-то вопрос у меня не получится решить. А вот здесь нужно держать руку на пульсе, потому что что-то может поменяться. И сама по себе неделя великой ретроградности. 5 планет у нас в ретро-движении. И это у нас как и Плутон, и Сатурн, и Нептун, и Венера, и Юпитер. Венера 3 числа будет выходить из ретро-движения. Но еще всю неделю, считайте, она как раз где-то нам добавляет вопросов на оси деньги, отношения. То есть вот это могут пересекаться такие темы. Нептун в ретро-движении для нас уже делает что-то более очевидным. То, что прежде было словно сквозь дымку, сквозь туман, а здесь для нас тайное может даже стать явным. С другой стороны, 28 числа у нас еще и прибавляется Уран, тоже уходит в ретро-движение. Хоть и называют эту планету планетой-разрушитель, но это словно он нас подталкивает принять важное решение. Хотя оно нам, может быть, так, достаточно тяжеловато дается, да, чтобы принять какую-то новую реальность. Ведь самое главное – адаптивность. Не только до конца этой недели, но и до конца года. Потому что если мы говорим, Уран с 28 числа августа входит в ретро-движение, и это происходит в знаке Телец, где-то та же самая Венера, опять деньги, какой-то материализм, благополучие и наша, может быть, любовная история, или в принципе отношения, могут быть и отношения по работе, по бизнесу, вот взаимодействие, круг нашего общения. Вот эти вопросы, они до конца года будут так или иначе актуальны, потому что и еще и ваша планета, Юпитер, мои дорогие стрельцы, 3 числа тоже на этой неделе уходит в ретро-движение. Так вот, по части Юпитера и Урана они останутся в ретро-движении до конца года, буквально до 31 декабря в знаке зодиака Телец. Поэтому остается на повестке дня у нас где-то вопросы нашего окружения, как и близкого, так и подальше, как и где-то личная жизнь может у кого-то проиграться, все зависит от того, что у вас сейчас наиболее актуально. А может быть, это будет связано со сменой работы и коллективом, или смены в вашем коллективе, смены руководителя, и тоже какие-то перемены. Помимо всего прочего, мы говорим Юпитер, хоть называют ваш Юпитер планетой большого счастья, но вообще-то ведь это провластная планета. И поэтому нам словно придется свою жизнь, вполне вероятно, отстраивать в новых условиях. Может быть, в какой-то новой геополитической ситуации, даже так может сложиться. Или в силу каких-то обстоятельств или событий будет меняться какой-то порядок
какая-то структура или какая-то система, которая была отстроена, иерархии прежде. И вот здесь происходят изменения. Видимо, не торопиться где-то при адаптивность и гибкость на этой неделе для вас, мои дорогие стрельцы, будет очень важна. Чего-то мы не можем изменить. Все же это старший аркан. Обстоятельства на нас влияют. И поэтому нам ничего не остается, как под них подстраиваться. Но давайте мы узнаем, чего не избежать, неожиданности. А для вас как раз даже башня, хоть камни с неба, для вас возможности, понимаете? Вот увидеть свои возможности не просто в изменяющихся каких-то событиях, условиях, а даже в той ситуации, где для кого-то плохо, понимаете? Все-таки башню мы не отменим. Хотя часто, должна сказать, для меня башня, для меня лично, я никому не навязываю, но если для меня это проигрывается, это может быть актуально для кого-то из вас, может быть для одного человека, для двух. Я точно знаю, что, правда, какой-то барьер, он словно падает. И вот это состояние невесомости, когда, ну, как-то вот, знаете, поначалу все из рук валится. Не знаешь, не то радоваться, не то куда-то бежать, что-то быстрее использовать какой-то момент, не то еще пронаблюдать. Но вот, наверное, будет правильным все-таки неспешность, потому что обстоятельства могут быть непреодолимой силы, и от того, как мы правильно отследим развитие той или иной ситуации, значит, мы правильно с этим как-то и провзаимодействуем. Тем более у вас есть карта победы, но, знаете, это как пространство, может быть и странным каким-то путем, но для вас даст вариант решить свой вопрос, в чем-то добиться успеха, чем-то остаться довольны, как минимум одна какая-то тема, а для кого-то это и очень значимая. Если мы говорим, проигрывается ось отношения и финансы, значит, где-то вопросы могут быть связаны с работой, у нас жезлы, или с каким-то вашим проектом, или, может быть, ваша личная история. И тут в любом варианте, значит, есть возможность что-то как согласовать, решить, или, может быть, получить какой-то уже результат по тем вопросам, которые у вас уже стояли на повестке дня. Мои дорогие стрельцы, есть победа. Значит, так или иначе, какова бы ни была обстановка, для вас как раз она может открыть какие-то возможности. Давайте мы узнаем, чему сейчас не время. Тем не менее, торопиться не время, правда. Все же башня, мы говорим, да, надо осмотреться на местности, что-то просчитать. Может быть, искусство мелких шагов для вас будет более важным. Почему? Восьмерка жезлов – это когда мы буквально с места в карьер можем сорваться. Но это в позиции, чему сейчас не время. Не время быстро реагировать на какую-то новость. Не время быстро включаться в какой-то вопрос. Нам что-то предложили, а мы сорвались и уже в каком-то деле. Может быть, в последующем будут еще меняться обстоятельства, а мы на себя какие-то возьмем обязательства. Или, к примеру, начнем заниматься каким-то делом, а буквально через пару дней это будет не актуально. Или это будет не актуально для нас, или еще какие-то перемены произойдут вокруг нас. Поэтому чему сейчас не время? Скорости какой-то. Больше подмечаем, больше анализируем. Давайте мы узнаем, а что нам будет помогать. У вас сейчас достаточно стабильная позиция. И тоже, кстати, о том, что мы никуда не торопимся, сохраняем буквально деньги. Карта нам говорит, что деньги будут на этой неделе. Поэтому вот в том контексте, когда я сказала, для кого-то может быть плохо. И знаете, мои дорогие стрельцы, вы ведь можете смотреть на окружающую какую-то обстановку и думать, боже мой, ну вот что ж происходит, да? Или люди могут с вами делиться какими-то своими жизненными событиями или ситуациями. Вы даже можете где-то внутренне сочувствовать кому-то, все-таки башня, да. Но помните, наверное, вам в этих эмоциях застревать нельзя. У вас какое-то продуктивное время, даже если для кого-то оно со знаком минус. Поэтому у вас сейчас как будто и по финансам нам говорят, нам помогает, финансы будут. Есть определенное, знаете, как якорь, мы уверены в себе. И число 9 нам предвещает, кстати, что впереди перемены. То есть какая-то ситуация на этой неделе, она не конечная. Поэтому, может быть, и не стоит
куда-то спешить, торопиться. Пройдет пару дней, и обстановка изменится, и для вас, для кого-то тайное станет явным, правда, с учетом планетарных событий, или сами по себе какие-то проблемы могут отпасть, или ситуация поменяется. Быть гибче, адаптивней к тем условиям, в которых вы сейчас находитесь. И сохранять свою сильную позицию, свое положение, где-то свой статус, и, я бы сказала, финансы тоже. Давайте мы узнаем, что от меня скрыто. А вы знаете, нарочито ничего не скрыто, но правда, тайное может стать явным. Мы случайно, находясь в каком-то коллективе, и неважно, в самом любом, мы можем узнать, услышать тайну, потому что кто-то проболтался. Или может приходить очень много разношерстной информации. Нет чего-то такого, что вот конкретно скрывают от нас как бы нарочно. Это информационного хаоса, я так называю эту карту, когда, знаете, утром может прийти одна новость, в обед вторая, вечером приходит третья, которая две предыдущие вообще отменяет. И сложно сориентироваться на этой неделе, потому что сама по себе неделя турбулентная. Как много людей для кого-то может быть, так и, знаете, может быть очень много информации. По этой карте могут быть и фейки. И карта нам говорит: держись сторонним наблюдателем. Вот еще одна карта нам подтверждает, что мы не должны куда-то поторопиться. Мы не должны, может быть, согласиться с чужим мнением, мои дорогие стрельцы. Мы должны оставаться вот где-то в своем фарватере, как и мыслей, так и дел, то, что для нас будет в приоритете. Давайте мы узнаем дела, работа, бизнес, как видят карты. Вот еще раз нам говорят, все меняется, правда? И для вас-то ведь это какие-то возможности. И в этой колоде колесо фортуны как раз чаще какой-то шанс. И он может приходить совершенно неожиданным образом. Как раз вот этим альтернативным вариантом. Мы предполагали, что это будет как-то, в какой-то одной последовательности. А здесь меняются события вокруг нас, и перед нами открываются какие-то словно новые двери или новые обстоятельства складываются таким образом, что мы чего-то должны не упустить. Но надеемся мы сами на себя. Знаете, по этой карте мы смотрим на дела, на работу, и дополнение карты башня, вот тех карт, которые предыдущие выпали, да, с учетом победителя. Правда, есть возможность согласовать какой-то документ, подписать, с кем-то договориться. Раньше этой возможности не было, а теперь она будет. Для кого-то раньше не было возможности получить желаемую должность или какое-то место, а тут обстоятельства сложатся так, словно оно освободится, это место. Или у человека, у людей там что-то словно может произойти, или как-то измениться, а для вас это какие-то новые могут быть перспективы. Поэтому выпадает колесо фортуны, безусловно, помогает нам пространство, но и мы сами не должны плашать. Надеемся сами на себя, на его величество, счастливый случай. Нет, поэтому любую карту, надо сказать, колесо фортуны мы должны просчитать 50 на 50 все равно. То есть, если что-то пойдет не так, попробовать как будто стоит себя в чем-то, если будут такие предложения, возможности или какие-то варианты. Но как мы будем выходить из этой ситуации, если для нас она какая-то будет патовая, нам не понравится. И опять же, именно собственными силами, а не с помощью кого-то. Вот что-то идет со знаком плюс, но просчитать это, мои дорогие стрельцы, пока невозможно. Давайте мы узнаем, а что у нас по финансам, хотя нам все сказали. Вот карта жадины. Как девятка пентаклей предполагает, что деньги у нас есть, но мы их не тратим, впереди перемены. И карта-то якоря или жадины, четверка пентаклей, нам тоже говорит, впереди перемены, поэтому все сохраняй, все контролируй, умей адаптироваться к данной ситуации. Пока, видимо, не время что-то покупать, дважды, потому что у нас как вот ретроградность такая большая, так и Венера у нас еще не вышла из ретро движения, и вообще экономия это больше плюс, нежели какие-то грандиозные покупки. Понятно, что наши траты обыденные, они остаются, мы никуда от этого не денемся,
но что-то такое масштабное, когда мы отдаем крупную сумму денег, определенно не на этой неделе. Будем жадинами. И жадинами не только к деньгам, я бы сказала, к всему тому, что у вас, мои дорогие стрельцы, сейчас есть. Что у нас в личной жизни? Что нам подскажут карты? Вот такая карта выпадает, четверка мечей. И еще, обратите внимание, одна четверка. И 4 это вообще какой-то якорь. Это какой-то стоп. И если нам карта сказала в позиции, чему сейчас не время, восьмерка жезлов, торопиться, спешить, быстро откликаться на какую-то новость, на какое-то предложение. То есть все равно мы, может быть, стормозить-то не должны, понятно, но и необдуманно что-то поступать как-то, да, или необдуманно на что-то согласиться, или еще хуже, кому-то дать обещание, да, как залог, я тебе помогу. Вот тут тоже нужно быть аккуратными. Посмотрите, идут какие-то перемены, которые вокруг вас, мои дорогие стрельцы. Поэтому гибкость, адаптивность, отдыхайте, собой не рискуйте. Уметь, видимо, в какой-то неспешности, как проанализировать важную информацию из какого-то хаоса информационного, словно профильтровать то, что может быть действительно ценно, как новость или как какое-то событие. Переложить это, может быть, где-то на себя по колесу фортуны, просчитать, но с учетом, что я буду делать, как бы, да, запасные варианты, запасные аэродромы себе как-то вот настроить все-таки. И себя где-то не подвергать риску. Ведь по четверке мечей, пусть это вам на личную жизнь, но это ведь не только про любовь. Если про любовь мы говорим, по четверке мечей ничего не меняется. То, что было, так вот такая же история где-то будет и на этой неделе. Нет коренных перемен. В каком плане? Нет для вас, для вашей какой-то истории нет динамики, по крайней мере, карты не видят. Или дают совет, ничего не меняй. Даже если приходят тебе новости, допустим, касающиеся ваших родственников или ваших близких людей, как будто все равно форсировать нечего. Может быть, новость сама по себе, она не предполагает, что вы должны действовать. Но и дважды, поскольку у вас две четверки, мы складываем оружие, мы никому ничего не доказываем. Мы принимаем какую-то данность, адаптируемся к тем условиям, которые есть на данный момент. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.